Всем привет-привет, всем прекрасной пятницы. Напомню, что в разделе «Сообщество» вышел анонс на новые блиц-консультации, которые я буду проводить на эти выходные. Темы, на мой взгляд, интересные. Часто подписчики, либо, в общем, люди задаются вопросом, нужны ли мои умения людям, да, если какие и что с этим делать. В общем, эти вопросы... либо для чего, да, эти вопросы я буду рассматривать на блиц-консультациях. Поэтому, кому интересно, переходите в раздел «Сообщество». Там есть последний пост, в нем все прописано, в том числе и мои контакты. Предпочтительно, конечно же, чтобы вы мне писали в Телеграм, а не на почту. На почту я не так часто захожу. Иногда бывают такие моменты, что сообщения попадают в спам. Вот, хотя я периодически все проверяю, но в любом случае имейте в виду. То есть мне проще увидеть и сразу вам ответить в Телеграме. Если вы подписаны на мой Телеграм-канал, то этот анонс, он в пятницу уже вышел в Телеграм-канале. То есть в Телеграме мне намного проще с вами взаимодействовать, поэтому плюс ко всему там есть другие расклады. Правда, в аудиоформате, но очень комфортно для прослушивания. Я делаю каждому раскладу фотографии, скрины, поэтому для тех, кто визуалы, можете смотреть на фотографию, слушать мой голос, да, для тех, кто аудиально прослушивает, вообще идеально. Включили, пошли заниматься своими делами, мыть посуду, убираться, как обычно, некоторые люди делают. Вот, то есть в Телеграме есть еще и другие расклады. Плюс ко всему я дублирую расклады с YouTube-канала, потому что там проще увидеть тем, у кого проблемы с YouTube. Также хочу сказать, что в Телеграм-канале есть прикрепленный к нему чатик. Этот чат платный, оплата помесячная, она небольшая, чисто символичная. Вот, в ней я даю чуть больше материала, да, записываю голосовые какие-то сообщения, видеоролики, даю с других соцсетей определенные какие-то ролики на подумать, возможно, какую-то информацию, практикуем. То есть там идет больше объема взаимодействия с вами, да, и материала даю я больше. То есть там я активничаю. Поэтому, кому интересно, переходите в Телеграм-канал. В прикрепленных постах в Телеграм-канале, да, там есть как раз-таки вся эта информация, о чем мой Телеграм-канал. Есть отдельный прикрепленный пост о чатике, что вы там можете найти, сколько стоит и как туда попасть. Вот. И есть еще один прикрепленный пост, опять же таки, кто у меня есть в Телеграм-канале, мне бы хотелось, чтобы вы его прокомментировали. Это пост отзывы. У меня не было где-то на какой-то площадке, как это сказать, файла, да, какой-то папки, где люди могли бы читать отзывы о моей работе. Вот. И я сделала пост в Телеграм-канале, это в виде видеоролика, и вы... Нет, да, не помню, врать не буду. Но, в общем, он тоже прикрепленный в Телеграм-канале. Вот, вы можете на него нажать и в комментариях оставить свой отзыв о взаимодействии со мной. Мне было бы это приятно, другим людям это было бы полезно, если они хотят узнать, насколько моя работа эффективная. Поэтому огромная просьба, кто уже приходил ко мне на блицы, покупал мои курсы, например, да, приходил на беседу со смыслом. То есть, мне кажется, за 5,5 лет, да, в ноябре уже будет 6 лет, как я занимаюсь Таро, то есть без 2 месяцев, без месяца. За 6 лет, мне кажется, очень большое количество людей, как говорится, прошли через мои руки. Я не буду говорить там сотни, десятки, тысячи, потому что я не считаю, но это очень большое количество людей. Я не задавалась вопросом, чтобы сесть их почитать. Вот. Хотя я могу, у меня все это задокументировано, я для себя держу в папке на Гугле облаке.
вот, для своего как раз-таки понимания, роста, анализа и так далее. Поэтому я буду признательна, если вы подписаны на телеграм-канал, да, в прикрепленном посте найдите пост про отзывы. Там 3 прикрепленных поста всего лишь. Первый это касательно телеграма, второй касательно чатика и третий про отзывы. И в комментариях напишите отзыв. Мне будет очень-очень приятно. Я понимаю, конечно же, что то, что я прошу, это требует времени, это требует вашего желания, вашего внимания, потому что надо перейти на телеграм-канал, найти пост, написать. Как правило, когда мы совершаем лишние действия, в кавычках лишние, да, люди очень редко это делают, потому что в наше время, когда мы стараемся вроде бы упростить свои какие-то действия, мы забываем о том, что с одной стороны упрощение, и это хорошо, с другой стороны это доводит до автоматизмов, и мы разучились думать, мы разучились, а может быть никогда и не умели, да, размышлять и действовать самостоятельно. Но я вас об этом прошу. Почему? Потому что мой канал-то все-таки про саморазвитие, а это является составляющей развития. То есть если человек не умеет самостоятельно мыслить, если человек ленится и все старается сделать на автомате, то у него отсутствует осознанность, то есть проживание именно в моменте по собственному желанию. Не на автомате, так как я привык, а через выбор. Да? Я каждое мгновение выбираю, что мне делать, а что мне не делать. Не исходя из своих автоматизмов, а исходя из своего сознания, исходя из своей собственной личности. Да, это немножечко может слышаться как-то странновато, но если до этого вы никогда об этом не размышляли, не задумывались, вам покажутся мои слова немножко странными. Но в любом случае, да, я попросила, ваше дело поступать так, как вы хотите. Так, и сегодня мы с вами, вы увидели тему расклада, хочу ли я заниматься эзотерикой, поскольку тема расклада немножко в ином формате звучала, я ее сейчас озвучу, и она очень большая, то в заголовок она не совсем на обложку, она не совсем не вмещалась. Вот. Заголовок один, а обложка другая, вот, это бы вызвало немножко диссонанс. Поэтому я оставила такой короткий заголовок, чтобы он просто поместился на обложку. Но на самом деле, да, тема будет чуть глубже. То есть это был какой-то комментарий к раскладу, где женщина спрашивала, да, я хочу заниматься. Под слово эзотерика я ее обобщила, да, и поставила такое слово, подразумевалось там таро, рунами, астрологией, матрицей судьбы, всеми вот этими вот направлениями. И вопрос звучал следующим образом, мое ли это или нет. И вот это вот я хочу сегодня рассмотреть. Но поскольку, еще раз скажу, заголовок такой был бы достаточно большой, и это бы не поместилось, не на обложку, и как следствие в сам заголовок, я эти слова, таро, руны, астрология, то есть вот все эти разделения объединила одним словом эзотерикой. Думаю, вы поняли, да, о чем будет сегодня речь. Вот я посмотрю общее, допустим, направление, мое ли это или нет, и потом, наверное, по одному аркану мы посмотрим. Но опять же таки помните, да, что это общий расклад. То есть я могу сказать, допустим, что нет, это вам не созвучно, а вы мне скажете, например, что я и так этим занимаюсь, да, то есть нету резонанса. Имейте в виду, что я не лично вам говорю, да, это общее направление. Общее направление, каким образом создается под тему конкретную, создается энергетическое поле, так скажем, мини-эгрегор, чтобы было понятнее. И люди на эту тему притягиваются, да, по созвучию. И чем больше людей фонят какой-то определенной энергией, вот по большинству, да, как говорится, общая температура по палате, рассматривается и считывается информация. Есть, конечно же, и другие единичные варианты, но это общий расклад.
Вот. Мне кажется, я все время объясняю какие-то само собой разумеющиеся моменты и все время сталкиваюсь с какими-то комментариями, которые меня удивляют, что либо люди не слушают, либо не слышат, либо вообще всем все наплевать, и о чем я тогда вообще повествую. Либо это вообще залетные какие-то птички, которые зашли просто прокомментировать. Так, ну, думаю, все понятно. На всякий случай, те, кто уже состоит в чатике, в телеграм-канале, у меня есть рубрика «Полет мыслей», где я рассказываю, почему я выбираю ту или иную тему для своих раскладов на YouTube, именно на YouTube, и поясняю все эти моменты, то есть даю еще какую-то дополнительную информацию. То есть те болталки, которые я раньше делала перед раскладами, теперь они перешли в рубрику «Полет мыслей», и кто есть в чатике, да, вы услышите, либо уже услышали, не знаю, в зависимости от того, когда я записываю там ролик, более подробную аналитику этой темы, этого расклада. Поэтому, опять же таки, напоминаю, кому интересно, переходите в Telegram и нажимайте на прикрепленные посты, чтобы понять, о чем чатик. Ну, а мы с вами приступим. Я понимаю, что я много времени занимаю, но и мне надо донести какую-то определенную информацию для вас. И другого варианта у меня нету, к сожалению. Так, позиция номер 1. Голубенький камешек, единички. Первый вопрос будет звучать следующим образом. Занятие эзотерикой ваше или нет? В общем, прям вот эзотерикой ваше или нет? Аркан стойкости. Видите, сирена сработала. Здесь, знаете, я не могу сказать однозначно да, либо однозначно нет. Я поясню, почему. То есть, в принципе, можно было бы сказать, что да, и это дает вам шанс на какие-то изменения в вашей жизни, да, на какие-то более позитивные перемены. Но, с другой стороны, здесь вопрос не в том, чтобы ваше это или нет, а, скорее всего, вы так или иначе с рождения идете этим путем. И это не потому, что это ваш путь, либо это не ваш путь. Это как, знаете, допустим, если у человека есть склонность, например, видеть, ну, быть позитивным человеком, да, оптимистом. То есть, допустим, человек родился таким, да, он не становится, хотя можно, конечно же, поработать над своим характером, да, и превратиться из пессимиста в оптимист, но это вот прям нужно прикладывать какие-то усилия, да, либо, например, интроверт и экстраверт. То есть, по сути, человек, опять же таки, да, есть, конечно же, какие-то ситуации, которые могут повлиять на то, что человек станет интровертом либо экстравертом. Но в большинстве своем люди рождаются, да, то есть это какая-то составляющая характера. И вот здесь примерно занятие в общем понимании эзотерики – это ваше. То есть вы это можете делать даже неосознанно. То есть, допустим, не читая какую-то литературу, да, не читая, не изучая ничего. Но это есть вот ваш склад ума такой. Поэтому сказать, что ваша эзотерика или нет, вот если бы раньше, да, в какие-то прошлые времена не было вот этого вот понимания, изучения, да, таких направлений, вы бы, ну, то есть самого как понятия, вы бы так или иначе этим занимались, вам бы это все равно было интересно. То есть здесь, понимаете как, здесь ваш склад ума, то есть вы родились, вы можете даже и не знать, допустим, ну сейчас вы знаете, а ранее, может быть, в юности вы даже и не знали такого слова, например, как эзотерика, но вы так или иначе этим занимались, этим направлением. Вам все равно интересно было узнать что-то непонятное, что-то скрытое, что-то тайное, что-то за пониманием, за какой-то вот завесой. Это ваш склад такой ума, пыткий очень ум, которому интересно, интересно познать. То есть, возможно, вы с такой достаточно
раннего возраста, не детства, а вот, скорее всего, юношества, да, вы задавались вопросами, которые, в принципе, предполагают в контексте развития, да, самопознания, вы задавались этими вопросами. То есть, может быть, с очень раннего юного возраста вы задавались вопросом, например, существует ли жизнь после смерти, а умирают ли люди окончательно, а умирают, куда они идут, а что есть потом. То есть даже без... То есть здесь человек, думаю, вы поняли, какой мысль я хочу донести, да, то есть человек так или иначе занимается этим. Вот хочется сказать, это в его крови. Вы родились таким человеком, поэтому сказать, ваше это или не ваше, я не могу, по причине того, что это вот, ну, знаете, рождается ребенок, левша. Обучали ли его быть левшой? Нет. Это его какая-то вот особенность, что ли. Он таким родился. Вот и вы таким родились. Вы так или иначе по этому пути идете. Официально ли это, неофициально, но это составляющая вашего характера. Да, безусловно, в какой-то момент, если вы это начали делать осознанно, это стало менять вашу жизнь. Каким образом? Вы как будто бы собрали себя воедино. То есть, возможно, ключевой момент был, когда вы более осознанно стали заниматься этим, либо выбрали это направление тогда, когда что-то начало рушиться в вашей жизни. И вы поняли, что есть что-то большее. То есть, когда пришло вот это вот понимание, что есть что-то большее, помимо того, что я вижу. Да, что-то большее, помимо того, что я знаю, либо могу понять. То есть я не могу сказать, что это как-то интуитивно пришло, но здесь ощущение того, что в момент, когда наступил какой-то кризис, знаете, когда люди начинают молиться, даже те, которые, допустим, атеисты, ни во что не верят, все равно в кризисные моменты у человека есть потребность обратиться к чему-то высшему, да, то есть вот есть все равно какая-то надежда на что-то. Вот здесь какой-то такой момент, он либо присутствовал, и с этого момента вы выбрали более осознанно заниматься этим, либо это стало отправной точкой, то есть что-то такое, какой-то такой вот очень важный, значимый момент формирования вашего характера. Стало отправной точкой, когда вы стали как-то более целенаправленно, что ли, развиваться в этом направлении. Поэтому сказать «да», «нет» я не могу, но в большей степени я склоняюсь к тому, что, ну, если надо было как-то вот ответить, да, однозначно, то есть если два варианта, да или нет, я бы сказала, что да, что эзотерика – это ваша, ну, вы так или иначе этим занимаетесь в силу своего, как по праву рождения, давайте так скажу. Так, и теперь нас интересуют отдельные аспекты этого веяния, этого направления. Сейчас, наверное, как-то я отмечу себе слово, которое мне пришло в голову, и надо будет его посмотреть секунду. Так, самопознание. Угу. Так, давайте теперь посмотрим по отдельности. Например, занятие Таро. Я не рассматриваю это профессионально, либо как хобби. Это не столь принципиально, сколько в общих чертах посмотреть. Ваше ли, например, занятие Таро? Я бы сказала, что да. И причем здесь, если вы занимаетесь или хотите выбрать для себя, да, занятие Таро, оно вам поможет больше как коммуникация, да, как некий такой инструмент общения, то есть понимание знаков каких-то от Вселенной, от пространства, от мира. То есть некий инструмент, как переводчик, да, то, что вы не можете понять с помощью Таро, вы можете получать ответы на вопросы. То есть здесь именно как какие-то вот подсказки. То есть здесь не для чего-то такого, там, я не знаю, какое-то направление конкретное. Там, не знаю, например, тематика взаимоотношений, либо еще что-то. То есть, знаете, вот когда вы хотите понять для себя, что означает тот или иной знак,
либо вы хотите найти какой-то инструмент, который поможет вам взаимодействовать с высшими силами, с вашим, не знаю, ангелом-хранителем. То есть когда вам нужен какой-то переводчик, да, с языка непроявленного, непонятного на более конкретный, понятный, вербальный язык, который мы используем. То есть когда вы хотите понять тонкий план, вы понимаете, что с вами общаются, здесь вот прям есть вот это вот ощущение, но я не понимаю, что мне хотят сказать. Вот Таро в этом направлении вам поможет, именно в этом направлении, опять же таки, профессионально, непрофессионально, это не имеет значения. Далее, астрология. Ваша ли это астрология или нет? Здесь будут какие-то сомнения появляться. И будут преграды в контексте каких-то страхов. Я сейчас не буду разбирать более глубоко, да, каждое направление, мне важно, ну, в общих чертах посмотреть. Но с астрологией я бы здесь сказала, что у вас будут либо какие-то сомнения, либо будут всплывать какие-то страхи, но это вот прям не глубокие какие-то такие прям пугающие, а скорее всего вот какой-то отсутствие ясности, вот так давайте я скажу. Почему? Потому что астрология в данном ключе это как инструмент исследования и поиска. То есть это не столь сам процесс, когда вы создаете, например, натальную карту, сколько дополнительно нужно будет много чего изучать. То есть астрологию надо исследовать. Это не то, что вот сделала натальную карту, да, там, и все на этом. То есть здесь нужно будет как-то развиваться еще, может быть, в каких-то других науках, либо очень много дополнительно какой-то литературы изучать. То есть здесь акцент не на сам процесс создания карты, сколько на дополнительное. Здесь нужно любить историю, да, то есть какие-то еще дополнительные науки изучать. Вот здесь мне идет что-то такое. Поэтому ваше, не ваше, в зависимости от ваших наклонностей. Но если сравнивать с Таро, здесь вот в меньшей степени проценты, да, то есть, ну, вроде бы да, но я не уверена, что вот если вам не нравятся какие-то исследования, да, то есть там, читать какие-то научные статьи, там, изучать еще дополнительно историю, изучать дополнительно, там, я не знаю, политику, еще какие-то моменты, да, например, то есть здесь астрология, она не поверхностная идет, а здесь должно быть вот какое-то углубление с наклонностью в исследовании. То есть, допустим, когда были какие-то войны в этот момент, что у нас было на небосклоне, да, как взаимодействие планеты между собой и так далее, как это может перейти на... имеет какое-то отношение к одному конкретному человеку, либо там изучать еще нации, изучать историю каждого государства. То есть, понимаете, это намного серьезнее, нежели и глубже, да, нежели это может показаться простому человеку. Поэтому вот в этом направлении. Так, матрица судьбы. Ваша ли это матрица судьбы? Но опять же таки, если вам интересно, вы можете изучать, но имейте в виду, что здесь зацепит вас очень сильно эмоционально. Да? То есть если вы параллельно еще будете ходить к психотерапевту, либо к психологу, то есть вот здесь вот как-то комплексно, если мы говорим о вас самих, да, то есть вы для себя хотите изучить, не то чтобы... помогать людям. Здесь просто будет цеплять вас эмоционально. Если вы по природе эмоциональный человек, да, либо такой вот зависимый в некоторой степени, то от своих эмоций, то здесь будет вам тяжеловато. Можно, но здесь нету глубины. Да, здесь нету, например, глубины, которая есть в астрологии. Вот. Вы можете, по крайней мере, по матрице судьбы проработать свои какие-то эмоциональные моменты, блоки, если они у вас есть. Вот. Но в большей степени я бы сказала так, знаете, как для хобби. Для хобби, либо для самопознания. Так, и последний вопрос. Я не буду дальше там смотреть рейки и все такое, потому что направлений там йога, направлений веяний много, но все рассмотреть не получится.
Вот. И последнее, это вот то, что я для себя отмечала, это самопознание. Вообще все, что связано с самопознанием. То есть понимание себя, понимание своих процессов, отслеживание, наблюдение и так далее, и так далее. Вот ваше ли вообще это? Ну и туда же можно отнести и психологию. Девятка педаклей говорит о том, что да. Да, вот это в большей степени очень связано как-то с вашим характером. Я могу сказать, что вот эти вот 3 аркана это больше как увлечение, да, Таро, астрология, матрица судьбы, а вот именно все, что связано, я бы сказала, с психологией понимания себя в этом контексте самопознания, вот это вот прям ваше. Но вы, так как я сказала в самом начале, вы так или иначе этим занимаетесь. То есть самопознание это помогает вам стать целостным, то есть вернуть свои какие-то части, утраченные частицы души. То есть понимание себя, ощущение некой такой самореализации. То есть вы чувствуете себя более уверенной, более осознанной, я бы так сказала, если вы занимаетесь этим. Так, это первая позиция. Интересно получилось, на мой взгляд, но помним, да, все же, что это общий расклад. Позиция номер 2. Двоечки, если вы не слушали начало вступления, я вам рекомендую послушать. Так, и мы приступаем. Сначала посмотрим общее, да, ваше ли это занятие эзотерикой в общих чертах. Ваше ли это? Я скажу так. Это здесь 50 на 50, не так, как в первой позиции. 50 на 50, да. Здесь все зависит от вашего выбора. Если вы углубитесь, если вам нравится, да, погружаться в себя, если вам нравится, ну, в принципе, если вы являетесь интровертом, вот, то могу сказать, что да, это ваше направление, это то, что поможет вам лучше себя понять, но здесь есть какой-то определенный процент, который говорит о том, что занятие эзотерикой, оно предполагает более такого углубленного взгляда. А вот двойка жезлов мне показывает вас человеком таким довольно-таки поверхностным, да, то есть не в контексте легкомыслия, а в контексте того, что вам, возможно, не хватает усидчивости, вам не хватает какой-то вот, не знаю, целенаправленности и долгосрочности. То есть с дисциплиной у вас здесь немножечко может все хромать. Почему? Потому что двойка жезлов, она указывает нам на открытые горизонты. И в силу того, что вы очень такой любознательный человек, вам интересно будет абсолютно все. И здесь вариант того, что я дальше буду просматривать некоторые форматы, составляющие, так скажем, эзотерики. Вы долгое время на одной не будете заострять свое внимание, да, останавливаться. Вы будете прыгать. И вот и поэтому здесь вы не всегда будете иметь желаемые вами результаты. То есть вы все время будете перескакивать с одного на другое. И вот здесь то, что я сказала, вам не хватает вот этой вот глубины, да, то есть сосредоточенности и окончательного решения выбора, что вот я буду заниматься только этим. И когда я долгое время чему-то уделяю внимание, вот то, что мы говорим, да, 10 тысяч часов, и только тогда ты становишься профессионалом. Вот вам этих 10 тысяч часов не набрать. Здесь очень сложно будет. Опять же таки помним, общий расклад, да, это общая тенденция. Может быть, как личность вы очень усидчивы и можете сесть там и вот прямо изо дня в день заниматься целенаправленно для того, чтобы достичь каких-то результатов в той сфере, в том направлении, которое вы выберете. Я это не исключаю. Но в общих чертах здесь этого нет. То есть вам все интересно, вам все нравится, вы как
бабочка с одного цветочка перепрыгиваете на другой, либо как кузнечик скачете с одного цветка на другой, вы не останавливаетесь на одном, на чем-то одном. То есть и поэтому вам не хватает, то, что я говорю, вот этой вот дисциплины, да, чтобы определиться и полностью погрузиться, углубиться в знание той темы, того направления, которое вы себе выберете. Вот в этом здесь проблема. Поэтому я и сказала, что здесь 50 на 50. Если вы выбираете, тогда, в принципе, да, это будет ваше, это будет вам откликаться. Если вы не выбираете, либо здесь может быть так, знаете, какой-то период выбираете, занимаетесь, потом бросаете, разочаровываетесь и уходите, и переходите на противоположную сторону, когда нет, я в это не верю, потом опять бросаете, возвращаетесь, я верю. Вот здесь какая-то дуальность, она будет проходить на протяжении вот всей вашей жизни. Поэтому однозначно здесь сказать нельзя, и я объяснила почему. Теперь давайте будем смотреть по отдельности. Если вы, допустим, выбираете Таро, ваше ли это или нет. Опять же таки, я не говорю, ваше или нет, ну, то есть заняться вам или нет, это ваш выбор. Но если какие-то предрасположенности, наклонности, либо что-то вам это дает, откликается, вот на это я хочу сделать акцент. То есть я все время поясняю, что и как я делаю, чтобы было понятно. Итак, Таро, ваше или нет. Но, смотрите, для вас это было бы идеально. Для вас это идеально, с одной стороны. Здесь есть разные, так скажем, опции касательно Таро. По идее, это вас вдохновляет, это вас воодушевляет, но заниматься ли вам Таро или нет, вот я не вижу вас, чтобы вы особо занимались этим. Объясню почему. Потому что вот Таро как будто бы оно вас вдохновляет, понимаете, оно вас наполняет какими-то энергиями, то есть вам не сам инструмент нравится, а те состояния, которые вы проживаете. Если вы уже занимаетесь Таро, то во время расклада. То есть не сам инструмент, что он дает ответы на вопросы, а именно состояние, которое вы испытываете в процессе. С другой стороны, может быть, это для кого-то, для какой-то другой аудитории Таро, это что-то такое непостижимое, непонятное, где-то что-то далекое. Для третьих, вот то, что я сказала, не хватает вот этой вот усидчивости и выбора на постоянной основе, то есть человеку кажется, что не, это не мое, это какое-то такое непостижимое, я никогда это не смогу понять, это не смогу в этом разобраться, но мне это нравится. То есть аркан звезды, он указывает на некую такую идеализацию. Велика вероятность, что даже если вы этим занимаетесь, вы все равно как-то идеализируете, вам не хватает более, так скажем, научного подхода, да, к этой тематике, если это можно сказать. В большей степени много чего, возможно, придуманного, может быть много чего-то такого возвышенного. То есть ощущение того, что реалистично этот инструмент вы не совсем понимаете, либо не совсем знакомы с ним, да. Но суть заключается в том, что вам это нравится, вам нравятся энергии. Вот энергии Таро – это ваши. Даже если вы не будете заниматься, отследите, я бы так сказала, знаете, как практика. Когда вы взаимодействуете с Таро, как вы себя ощущаете? Велика вероятность, что именно вот этих ощущений вам не хватает по жизни. Если вы можете каким-то другим образом получать эти энергии, то это было бы здорово, это было бы прекрасно, потому что вот в этом есть какая-то потребность. То есть вы можете не заниматься Таро, но получать, допустим, каким-то другим образом вот энергии, которые вам дает Таро. Здесь акцент на состояние, здесь какое-то вот вдохновение, какие-то возвышенные такие энергии, они вас расслабляют, они вас наполняют, и вы прям растворяетесь в них. Очень, знаете, напоминает то, что когда человек, например, там, если вы любите классическую музыку, к примеру, вы долгое время хотели пойти, там, я не знаю, например, на оперу какую-то, да, либо посмотреть балет. Вот такие энергии здесь, что-то, что вот прям вы прикасаетесь к чему-то такому возвышенному, либо это искусство, например, если это живопись,
то что-то такое возвышенное, утонченное, либо это энергии, связанные с поэзией. То есть здесь музы, здесь присутствуют музы, да, вдохновение. Поэтому вот эти энергии, они у вас находятся в приоритете сейчас, как потребность для вашей души. Вы как отдыхаете в них. Руны, ваши ли руны? Здесь вам будет давать вот противоположная энергия звезды, да, здесь звезда на Таро, а на руны дьявол. Вот руны – это как раз-таки более что-то такое приземленное, это более практичное. Если у вас есть потребность, вы все время витаете в облаках, да, в энергиях, например, звезды, и вы хотели бы заземлиться, хотели бы больше понять этот мир, потому что двойки у меня такие возвышенные, утонченные личности. Вот занятие рунами, сказала возвышенный, вон вертолет летает, звук. Если вы хотите как-то заземлиться, то вот занятие рунами, оно было бы вам полезно, но здесь нужно быть очень осторожным, потому что все-таки дьявол – это, с одной стороны, природная такая сила, естественная, да, то есть это та сила, которая присутствует у нас на Земле. Это та, что нас окружает, та, с которой мы взаимодействуем так или иначе. Та, которая прописана у нас в земных программах. Здесь нужно быть очень внимательной, потому что энергия именно рун на вас, она может действовать и разрушающе. Она может быть зависимой, объясню. Вы утонченная личность. В некоторых моментах вы проходите у меня, может быть, кто-то, не все, да, конечно же, мнительные очень, поскольку вы эмоциональные. И вот здесь энергия рун, она может быть для вас разрушающая, то есть, допустим, вытащили какие-то руны, и момент веры, то есть вы настолько поверили, особенно если это какие-то негативные, да, там, не знаю, ну, как предсказания, хотя это не предсказания, но в любом случае, если это какие-то негативные предсказания, они у вас могут сбываться, просто потому что вы в это очень сильно верите, понимаете? А там энергии, они такие жесткие. Поэтому, с одной стороны, эти энергии, они могут вас заземлить, они могут помочь вам окрепнуть на земле, если вы витаете в облаках. Но, с другой стороны, они несут и разрушительную энергию для вас, потому что здесь эгрегор рун, он такой, знаете, вот если Таро в некоторой степени это больше женские какие-то энергии, да, мягкие, то руны – это более мужские энергии. И если вы по природе своей имеете склонность, там, я не знаю, 70% женских энергий имеете, 30% мужских, то может быть некий такой диссонанс, и вам будет некомфортно. Но опять же таки, вы можете укрепить свои какие-то вот мужские активные качества. Может получиться, да, то есть если вы это выберете, но вот по энергиям они все же мне идут здесь именно для вас, не в общем, а для вас, достаточно жестковатые. Я не думаю, что вы их выберете, но вот примерно так. Следующий момент – это матрица судьбы, вот по энергиям она напоминает Таро, да. Вот матрица судьбы, она вам намного ближе. Видите, Иерофант здесь приходит. С одной стороны, вы здесь получаете какие-то ответы для себя, с другой стороны, вы как-то можете быть полезными другим людям. То есть вам здесь это как-то более понятно, это близко. То есть вы верите. То есть если вот, например, в Таро, хотя пересекается, да, Таро и матрица судьбы, это как-то вот, ну, не совсем понятное. А матрица судьбы – это вот как будто бы ваша. Да, по энергиям это ваша. И заметьте, да, все три направления по великим арканам идут. Интересно. Так, и последний момент. Мы понимаем, что много, да, направлений. Это самопознание, и сюда же я вкладываю психологию.
То есть, когда вы индивидуально занимаетесь, да, в понимании себе, наблюдаете за собой, самостоятельно как-то разбираетесь в своих мыслях без каких-либо дополнительных инструментов, да, то есть вы, это как, знаете, в спорте есть свой вес, да, когда вы сделаете какие-то упражнения исключительно со своим собственным весом, там, я не знаю, подтягивание, например, собственным весом, а есть свободные веса, да, то есть всевозможные гири, гантели, штанги и так далее. Вот, а потом идут тренажеры. Но вот здесь вот вы как будто со своим собственным весом работаете, да, то есть это вот прям ваше, без использования каких-то дополнительных инструментов. Это ваше или нет самопознание? Нет. Самопознание вам дается сложно. Аркан лабиринта говорит о том, что вы в большей степени запутываетесь. Опять же таки, причина вашей эмоциональности. То есть эмоции, они вас путают. Вам нужен какой-то конкретный... Во-первых, вам нужен инструмент. Здесь обязательно. Неважно, какой это будет инструмент, но инструмент вам нужен. Именно в контексте самоопознания. Ключевое слово самостоятельно. Сам себя познаю без помощи другого человека, без наставника, без... как говорится, переводчика, да, если мы говорим, все, а что же я так кричу? Такое ощущение, что я хочу до вас донести эту информацию, поэтому кричу громко, чтобы быть услышанной. Если мы говорим, речь идет о самостоятельной работе, вам это сложно будет. Почему? Потому что у вас будут всплывать разного рода эмоции, когда вы что-то там узнаете о себе, и будете в большей степени путаться. Поэтому вам нужно зеркало, вам нужен человек, об которого, либо какая-то литература, об которую вы сможете себя познать. Но самостоятельно будет сложно. Вы в большей степени будете путаться, будете придумывать того, чего нет, будут какие-то недопонимания. Поэтому вот особенно психология, если будете увлекаться, знаете, вот начинается, изучаете психологию, там разного рода типажи, категория и все такое. И вот это, знаете, как... боже мой, студенты медицинского университета, да, либо института, когда они начинают проходить какие-то заболевания, вот, все симптомы как будто бы есть у них, и они вот прикладывают, да, то есть вот эта вот мнительность, у меня оказывается это, да, там, вот все симптомы у меня есть, потом другая болезнь, эти симптомы есть. И в конечном итоге получается, что любую болезнь, которую не изучаете, симптомы есть у вас, значит вы больны, причем это кардинально разные заболевания могут быть. Вот здесь какая-то такая мнительность, она проходит. Поэтому сложно будет, да, допустим, там, если мы говорим типаж, например, вы там тревожный. То есть смотрите, да, вроде бы тревожно, потом, нет, я не тревожный, я, оказывается, избегающий, потом, оказывается, я тревожный и избегающий. В общем, любой типаж в изучении психологии, да, вы будете как-то на себя это примерять и будете в себе находить, поэтому вам сложно будет понять себя. Причина здесь заключается, помимо эмоциональности, в том, что вы сами себя не знаете, у вас нету, условно говоря, внутреннего стержня. Услышьте меня правильно, я не говорю, что вы слабохарактерны. А я говорю, что у вас нет внутреннего стержня в контексте какой-то выстроенной такой стабильной системы ценностей, на что бы вы могли опираться. И это видно в те моменты, когда у вас наступают какие-то кризисы по жизни, вам не за что схватиться внутри себя, у вас нет вот этой вот внутренней опоры, на что вы можете... за что вы можете зацепиться, либо опереться. И поэтому чаще всего вам важна внешняя поддержка, чтобы вас кто-то поддержал, чтобы вас кто-то одобрил. То есть таким образом вы как будто бы в моменте понимаете, да, себя. Здесь сложная какая-то такая конструкция. В общем, самопознание – это не совсем ваше, давайте так скажем. Вот, ну пока все, да, это была вторая позиция. Вторая позиция, мне будет очень интересно, если вы чем-то из того, что я сказала, что вам не подходит, занимаетесь, ну помните, да, все же это общий расклад. Может быть, мне надо будет, наверное, сделать блиц, да, либо вы можете в любой момент прийти на индивидуальную консультацию. У меня есть вопрос, боже мой, услуга, ответ на один вопрос можете задать индивидуально в течение 15 минут, не в течение, а 15-минутный ответ
в аудиоформате получить, да, на один вопрос. То есть вы можете прийти на индивидуальную консультацию с этим вопросом и индивидуально под вас, да, можем разобрать эту тему. Мне, не знаю, мне показалась она очень интересная. Вот. Так, хорошо, идем дальше, да. Позиция номер 3, зеленый камешек. Что-то сегодня я много говорю. Забавненько. Так, троечки. Троечки. Смотрим в общем, да, занятие эзотерикой, ваше это или нет? В общем, все, что подразумевается под понятием эзотерикой, ваше это или нет? Ваше или нет? Я не скажу ни да, ни нет, опять же, видите, 3 позиции, но здесь да, ни нет, у каждого свое. Что я имею в виду? Вот вы как будто бы знаете, вне этих понятий, то есть кто-то может быть, конечно же, знаете, как мы говорим, я атеист, я не верю ни в какого бога, но при этом там, когда какие-то кризисные моменты есть, мне хочется к кому-то обратиться. Вот, но при этом я атеист, да, но вот я, допустим, верю во что-то свое. Вот здесь какая-то такая энергия шута, которая говорит о том, что с одной стороны, ну, если вы и будете заниматься эзотерикой, да, если так сказать, прям опять-таки обобщая все эти направления, вы к этому относитесь как-то легко и с каким-то любопытством. То есть, знаете, здесь такой человек, который говорит, я в это не верю, но окей, да, то есть я не верю в экстрасенсов, но если приходит там ваша какая-то подруга либо друг и говорит, да пойдем сходим просто за компанию, да, я себе посмотрю, а ты будешь. Вот вам это будет любопытно. То есть вы не верите, но вы пойдете. Вы будете это все прикрывать тем, что, ну, я просто за компанию, да, мне же никто ничего не будет говорить. Но вам это будет интересно. То есть здесь какое-то такое вот отношение, что у меня нету собственного как будто бы взгляда, то есть я не говорю и не да этому, и не говорю и не нет. То есть если, допустим, я говорю нет, то это на какой-то период, потом кто знает, знаете, здесь такие оговорки могут быть, а кто знает, да, может быть, когда-то в будущем я это и буду заниматься. То есть, типа, человек не закрывает двери, но он в эти двери и не входит, да, то есть он допускает, что это может быть, вот, там где-то для кого-то, не для меня, но я и не исключаю, что, может быть, когда-то я этим и займусь, а может быть, и сейчас занимаюсь. То есть здесь какая-то такая позиция, когда человек открыт. И я могу сказать, по шуту, шут, это энергия такая не сформировавшаяся. Она в некоторой степени хаотичная, она не целенаправленная на что-то, она просто есть, и она просто движется, и она непредсказуемая. У нее нет вектора направления. Поэтому сказать, что вот даже если бы выбрали какое-то конкретное направление в эзотерике, я не уверена, что вы в нем бы и находились, хотя это и не исключено. Двоечки, им все любопытно. Поэтому, знаете, это как маленький ребенок. Вот двойки. Вышел на полянку, ой, какой цветочек, пошел один сорвал. Потом там где-то метров 30 вообще в другом направлении увидел другой цветочек, побежал туда. Потом может вернуться обратно. Да? То есть ему все интересно, он там, поэтому не может сконцентрироваться на чем-то одном. Он не усидчив в этом. Ему все интересно. У вас не про это. Вы хаотичны в контексте... Здесь, знаете, такой вот образ... как в русских сказках, Ивана Дурака, который лежит на печи и валяет дурака. И люди в нем могут видеть, что он какой-то вот такой, знаете, ну, не от мира сего, но дурак, какой-то вот глупый, непрактичный, вот, как говорится, паразит. Но до поры до времени всегда этот дурак спасает мир, всегда этот дурак принимает какие-то правильные, верные решения, всегда этот дурак находится в каком-то верном месте в нужный час, и он всегда совершает правильные действия. И здесь вот такое вот ощущение, как, знаете, дурак под прикрытием. То есть, на самом деле он мудрец, но он под прикрытием дурака. Вот поэтому здесь ваше отношение, знаете, я бы могла сказать, что это ваше, вот прям 100%, но у меня выпадает рядом тройка кубков, который говорит такой, знаете, формат веселья, легкости, ну, типа,
Давай погадаем. Ну, давай погадаем, просто ради веселья, ради прикола, да, там, либо там, на Новый год. То есть человек не верит, допустим, в эзотерику, но на Новый год давай я загадаю желание, напишу на бумажке, там, сожгу и брошу в шампанское. Ну, и сбудется, сбудется. Просто такое, знаете, вот ради интереса легкое отношение, не привязывающее. И здесь именно это к эзотерике в общем, это не к какому-то одному конкретному направлению. Отношение такое легкое. Знаете, захотел, зашел, захотел, вышел. Да? Хочу, занимаюсь, хочу, не занимаюсь. Вот здесь такое отношение. Оно даже не предвзято, оно легкое. Вот мне идет много смеха, юмора, да, то есть вы... Здесь не про дуальность, здесь именно в моменте, вот в настроении. Находитесь вы в настроении, да, вы можете там послушать, почитать какой-то свой гороскоп и сказать: круто, да, я в это верю сегодня. Либо можете использовать какие-то слова типа «фортуна мне улыбнулась», да, либо там «судьба мне благоволит». То есть какие-то моменты из контекста эзотерических каких-то понятий. Либо я там в моей следующей жизни, либо в прошлой я была такой. Но при этом человек, допустим, ну, не верит в перевоплощение и так далее, и так далее. То есть здесь какие-то такие аспекты. Интересно, знаете почему? Потому что я всегда говорю, что тройки у меня практики. А здесь вышли такие энергии. Ну, здорово. Ладно, давайте теперь более подробно будем рассматривать. Ваше ли это Таро? Да, Таро, ваше это или нет? Если вы будете использовать Таро с научной точки зрения, то есть в контексте анализа, в принципе, то, чем занимаюсь я, да, психоаналитические расклады делать, то да. Либо если вы будете делать, например, расклады на взаимоотношения, но не с точки зрения, там, что он о вас думает, любит или нет, а с точки зрения анализа, да, то есть для чего вы познакомились, к чему это приведет, то есть где есть анализ, где нужно что-то просчитать, где нужно продумать, то есть там, где нужно включить свой интеллект. Таро с точки зрения интеллектуального подхода, поэтому я сказала научного подхода, да, то есть в контексте системы, не в контексте оракуля предсказаний, а в контексте именно системы. Это ваше. Опять же таки, ваше отношение к Таро, оно такое достаточно легкое, да, то есть если, допустим, вам нужно получить какой-то однозначный ответ на вопрос, переезжать или нет, да или нет, там, устраиваться на работу, да или нет, то вот в такой степени... Опять-таки, вы видите Таро, но хорошо было бы, чтобы вы как-то вот углублялись. То есть вы, как в Таро, видите перспективу своего дальнейшего развития, но не в контексте, там, ну, знаете, как хобби. Вот как хобби я вижу. Я не вижу здесь как профессиональную какую-то деятельность. Опять же, вот этот легкий подход, он не дает вам возможности привязаться, он не дает вам возможности как-то... Либо вот вы входите в этот эгрегор, и потом выходите. Вот, и поэтому отношение к эгрегору, эгрегора к вам, оно не совсем серьезное. То есть, да, вы можете получать какие-то результаты от Таро, но вот если бы мы говорили, допустим, в профессиональной сфере, каких-то больших доходов нет, потому что ваше отношение к Таро, оно не совсем такое серьезное. Но если бы вы, опять-таки, в силу вот именно шита, но если ваше отношение в какой-то период изменится, и вы более серьезно подойдете, то велика вероятность, что эгрегор вас примет и будет давать вам взамен, то есть используя вас, ваши, как говорится, ваши руки, да, как инструмент для себя, вы сможете получить больше дохода, чем, допустим, у вас есть для себя. Вот хочу что-то разложить для себя. То есть, если вы хотите заниматься здесь профессионально, вот так скажу, да, вам нужно как-то окончательно принять решение и более серьезно подходить к этой системе. Вы подозреваете, что эта система достаточно серьезная, намного серьезнее, чем вы к ней относитесь сейчас, но
пока вы не хотите в нее входить и идти. Это я имею в виду более, так, знаете, серьезно углубляться профессионально. Но как хобби для увлечения, оно вот вам прям прекрасно подходит и прям ваше для себя. Именно Таро, не оракульная система. Вот, ну-ка, давайте посмотрю оракульную. В других позициях я не смотрела, вам посмотрю. Вот все, что связано с оракулами, например, там всевозможные там эти шар, либо со свечами, да, отливка, ну, потому что тройки у меня практики здесь в основном, отливка, либо использование метафорических карт, вот как предсказание именно, ваше или нет? Нет. Нет. Знаете почему? Особенно если это какие-то отливки, либо предсказания, вы как будто бы перенимаете эту энергию на себя. Она вызывает у вас здесь какое-то негативное состояние, потом, может быть, у кого-то начинаются головные боли. Здесь ощущение того, что вы как будто чужую энергию на себя перетягиваете. Вот нет. Именно поэтому, возможно, вы не приходите серьезно к Таро. Угу. Так, ну-ка я уточню, мне еще одна информация идет сейчас. Вот видите, в принципе, этих вопросов нет, но вот у вас открылся какой-то такой, знаете, черная дыра потока информации. Если вы занимаетесь практикой, вот вы практик, вот это вот прям ваше или нет? Причем практики, я имею в виду вот занятия магией, практики, в том числе и чистки, вот то, что люди делают, да, вот занятия магией, вот так туда начну, это ваше? Да. Да, это ваше. Вот восьмерка как раз Пентаклей говорит о том, что вы прям уделяете внимание. То есть здесь, смотрите, здесь тогда получается не эзотерика как таковая, а именно магия. Вот это ваше. Вы прям от этого получаете удовольствие, вы много времени этому уделяете. Особенно там, как если это, например, какие-то чистки и так далее. Так, ладно, облегчаем, потому что здесь вот прям углубился как-то поток. Возвращаем его к более легкому формату. Руны, занятия рунами, да, ваше, не ваше. Руны, да. Вот смотрите, Таро нет, а руны, да. Вот интересно как. Интересно, почему я говорю, я знаю, что у меня есть на канале тарологи, да, и вот я думаю, интересно, в какой позиции они у меня выпали. Либо коллеги здесь, тарологи, которые не совсем профессионально занимаются, ну, я имею в виду, не зарабатывают, либо если зарабатывают небольшие деньги, то есть нету с большими доходами. Вот. Ну ладно, сейчас про руны. Руны – это ваше. Руны прям наполняют это энергией, и вы чувствуете целостными. Возможно, где-то даже, опять же таки, если вы верите в прошлое воплощение, да, где-то вот вы жили в тех районах, где руны использовался как алфавит. Сразу у меня, знаете, так автоматом север нашей планеты. Скандинавы и так далее. Ну, это может быть даже и на Руси, но вот где-то более северное, то есть там, где холод. Но руны однозначно вот прям это ваше, это... Вы даже когда руны взяли первый раз в руки, для тех, кто работает в этом направлении, сразу скажу, у вас сразу прям появилось такое ощущение, что вот какой-то семейности, понимаете, какой-то целостности, вот как будто бы пришел какой-то пазл и встал на свое место. Вот здесь какое-то такое ощущение у вас было. Энергия пошла от рун, как вот какое-то вспоминание, ощущение того, что не хватало вам какой-то части, и вот пришли руны вам в руки, вы их взяли, они прям встали, какая-то вот как пустота была внутри вас в виде энергии, в виде формы этих рун. И вот они как встали, и вы ощутили себя, что вот это вот мое целостное, да, то есть теперь я как-то чувствую себя полноценно. Вот руны однозначно это ваше. Хорошо, дальше идем. Астрология. Астрология. Ну, на астрологии вы можете заниматься, зарабатывать. Да, то есть, если вам нравится, например, астрология, вы можете на долгосрочной основе заниматься кропотливо,
Я не вижу здесь удовольствия, такого, как вы занимаетесь магией или, например, рунами. Вот. Но как вариант, астрология, если вам интересно, да, вы можете заниматься. Но здесь как будто бы, знаете, вот, не знаю, может быть, произошло у вас какое-то выгорание, если вы долгое время занимаетесь. Потому что я не чувствую здесь какого-то вот, как это сказать, какой-то наполненности, да, то есть энергия удовольствия и наслаждения. Для вас астрология – это вот как работа. Причем, может быть, вы как трудоголик, если вы занимаетесь астрологией, прям много у вас клиентов, и вы много времени этому уделяете. Вот здесь время, вопрос времени и трудоспособности. Либо вы хотите чего-то достичь, но, в общем, астрологии много времени уделяете. Здесь терпение надо. Если вы только начинаете изучать астрологию, имейте в виду, что здесь не получится быстро и сразу зарабатывать. То есть где-то вот на перспективу, да, на какой-то вот большой период времени. Ну, в принципе, не исключено. Так, матрица судьбы. Ну, я бы сказала так, что матрица судьбы – это как новое какое-то для вас направление, веяние. То есть вы можете к нему относиться как-то скептически. И скептически в каком контексте? Не к самому изучению, а здесь вопрос коммуникации. Если у вас есть трудности, сложности с коммуникацией с людьми, то есть если вы в большей степени интроверт, поэтому вы и любите магию, где как таковое вот с людьми не нужно заниматься, взаимодействовать в большей степени. Да? То есть человек прислал заявку, вы сделали все, что нужно, отписались ему, сказали, все, работа проделана. То есть вот такого, знаете, взаимодействия, где вот вы, не знаю, к вам приходит человек как консультация, вы с ним долго общаетесь, чего-то там рассказываете, обучение, вот это не совсем ваше. Если человек задаст какой-то вопрос, оплатил, и вы сделали ему матрицу судьбы, отправили, и все, больше вы с ним никак не взаимодействуете, то возможно. Просто здесь вопрос коммуникации требует, либо, не знаю, поиск, может быть, клиентов, там, где надо общаться. Вот вас это очень сильно напрягает. Почему-то именно на матрице судьбы это вышло. Здесь надо что-то исцелить, скорее всего, в контексте общения, в контексте коммуникации. Но я бы сказала, что вот именно здесь вы как-то скептически к этому относитесь. Опять же, напоминаю, общий расклад. Да? Кто-то может написать, я и так этим занимаюсь, прекрасно. Но я говорю общую энергию. Так, ладно. Следующий момент это самопознание. И сюда же я вкладываю смысл психологии. То есть если кто-то занимается психологией и самопознание, когда самостоятельно себя изучаю. Да, кажется, вот слово само за себя говорит, но люди не совсем понимают, когда я сам. Не кто-то мне ничего-то объясняет, а я сам в себе копаюсь, я сам разбираюсь, я сам что-то нахожу, я сам за собой наблюдаю, сам с усам. Сами с усами. Сам с усами. Это что? Это один человек, да? Вот. В таком контексте, да, и туда же и психологию отношу. Смотрим, ваше, не ваше. Да? Вот здесь, да, то есть помимо магии, все, что связано с самопознанием, все, что связано с психологией, это ваше. Я могу сказать даже, что в этом контексте подходит больше, допустим, чем магия, потому что здесь малый аркан, здесь великий аркан, и он плюс ко всему пересекается с вашим характером, да, здесь шут, а здесь солнце. Грации изображены на всякий случай, да, если мы привыкли смотреть на аркан солнца второй, где один ребенок либо два ребенка, да, а здесь женщины, кстати, надо их, наверное, прикрыть, вот, все забываю. Вот так. Получается, что
Есть тоже, оказывается, обнаженные люди. Солнце, да, аркан Солнца, психология и занятия самопознанием – это ваше, вам легко, вы от этого чувствуете какую-то свободу. Знаете, вообще, что вам нравится в самопознании? Что вы все делаете самостоятельно. Нету каких-то правил, нету каких-то ограничений. Для вас что шут, что солнце, важна свобода. Свобода выбора, свобода действий, когда нету кого-то, кто стоит над вашей душой и вам говорит, что вам нужно делать. Там, я не знаю, если это работа, какой-то график постоянный. Нет, здесь гибкий график, что хочу, то и делаю. Если это, например, в контексте психологии, беру тех людей, кого хочу, общаюсь, как хочу. То есть должна быть какая-то легкость. Вот опять срабатывает сирена, что вот прям как подсказка, что да, это ваше. Вот самопознание – это ваше. Когда вы сами за собой наблюдаете, когда хотите. Отношения такое достаточно легкое, может быть, детское, когда вы взаимодействуете в формате игривости и нету груза ответственности. Просто потому, что вы по жизни очень ответственный человек, и это вас очень сильно напрягает. Поэтому если в каком-то формате развития есть легкость, это будет ваше. То есть, как-то, знаете, я познаю себя через игру. Вы очень любите какие-то, например, психологические тесты. Казалось бы, да, они не совсем научно, может быть, обоснованные, да, то есть в них нету какой-то серьезности, но доля правды, истины присутствует. Вот вам это нравится, да? Зашел, посмотрел, допустим, какой-нибудь психологический тест на цвет. Если выберешь вот этот цвет, то вы такой человек. Если выберешь вот такой цвет, то вы такой человек. Либо там животных. Вот вы это любите, да? То есть формат игры, формат легкости и без какого-то груза. То есть сегодня я хочу за собой наблюдаю, а завтра не хочу и не наблюдаю. Но при этом я развиваюсь, да? То есть здесь развитие присутствует. Вот самопознание и психология – это вот прям ваше. Ну, уточню отдельно про психологию. Да, тройка кубков. Тройка кубков, вам это нравится? Смотрите, в самом начале, как я ошиблась, да, я посмотрела на этот аркан, и мне показалось, что это тройка кубков. А это была двойка кубков. Значит, так и надо, иногда бывает. Вот психология – это прям, это ваше. Да, легко, непредвзято. Вам важно, чтобы общение, оно было без каких-либо углублений. Но при этом, если мы говорим о психологии, то вот здесь вот формат, например, психоанализа, он вам нравится. А когнитивная психология, например, через модели поведения, она для вас была бы достаточно тяжелой. То есть, если мы углубляемся, то в состояние души, это да, это ваше. Тоже так, знаете, интересный формат. Так, то, что у вас не вызывает каких-то кризисов, и то, что вас не опустошает, вот что вам важно. Вот такой у меня был сегодня расклад, необычный, вообще необычная, на мой взгляд, тема, хотя очень часто такой запрос. По крайней мере, вот за все свои 6 лет работы второй я такое не делала, такие расклады. Либо я не помню, в чем я, конечно, сомневаюсь, но я прям вот не помню, чтобы было так аналитически, я рассматривала ваше это или нет. В любом случае, да, если вдруг у вас появилось желание индивидуально прийти и посмотреть, задать этот вопрос, там, мое это или не мое, да, какое-то направление, приходите, можем посмотреть. У меня есть услуга «Ответ на один вопрос», то есть не обязательно там консультацию углубленную, да, мы можем это посмотреть. И приходите конечно же, на блиц-консультации этих выходных, с вопросом, там вопросы обозначены, нужны ли ваши умения людям, какие, для чего, то есть вот такую тему я буду рассматривать. А я с вами прощаюсь, хочу пожелать всем приятных осенних выходных, у кого уже прохладненько, кто уже в курточках ходит, да, либо там
одевает уже свитера. Приятных вам вечеров теплых. Вот. А кто живет так же, как и я, в теплых краях, и еще включает вентилятор, потому что жарко. Хочу пожелать нам прохладненьких выходных. Все, прощаюсь с вами. Знаю, что многие напишут: Елене, нам нравится ваше такое игривое настроение. Ну, бывает такое. И я с огромным удовольствием делюсь такими настроениями с вами. Прощаюсь всем. Пока-пока.